Мало что может напугать больше женщину, чем услышать диагноз рак молочной железы. Ведь помимо того, что это онкология, эта болезнь затрагивает внешний вид женщины. Но важно помнить, этот диагноз не конец, а начало борьбы. Понимание стадии рака молочной железы может помочь вам и вашим близким осознать, что это заболевание лечится, особенно если его выявить вовремя. Меня зовут Анастасия Мочалова, я врач-онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук. Я придерживаюсь принципов доказательной медицины, поэтому в этом видео я подробно разберу, что означает первая, вторая, третья и четвертая стадии рака молочной железы, что означает каждая стадия, как стадии влияют на лечение и прогноз, и дам полезные советы по диагностике. Что такое стадии рака молочной железы? Стадии рака молочной железы определяют степень распространенности опухоли от начальной, самой минимальной, до распространенной или метастатической четвертой. Стадия рака молочной железы зависит от размера первичной опухоли, от наличия измененных лимфатических узлов и от наличия отдаленных метастазов. В зависимости от этого выделяют первую, вторую, третью и четвертую стадию рака молочной железы. Но важно помнить, чаще всего люди воспринимают связь между стадией с размером опухоли. На самом деле это не всегда так. Первичная опухоль может быть маленького размера и соответствовать стадии 1, но при этом при всем есть отдаленные метастазы, например, в кости или в легкие, и тогда стадия автоматически становится четвертой. Для классификации рака молочной железы используется система ТНМ, где Т означает размер первичной опухоли, Н – это состояние лимфатических узлов, а М – это наличие отдаленных метастазов. И в совокупности в системе ТНМ определяется общая стадия рака молочной железы. А теперь давайте обсудим каждую стадию отдельно. Первая стадия рака молочной железы – это опухоль до 2 см, которая не распространилась на лимфатические узлы и нет отдаленных метастазов. Симптомы этого заболевания – это наличие небольшого уплотнения в молочной железе, которое может определяться пальпаторно самой женщины или обнаруживается методами диагностики. Также достаточно часто бывают ситуации, когда при наличии первой стадии рака молочной железы женщина не ощущает у себя никаких образований и не чувствует дискомфорт, а опухоль выявляется случайно при выполнении либо маммографии, либо МРТ молочных желез. И поскольку симптомы заболевания на первой стадии часто отсутствуют, очень важно проходить скрининг. Лечение рака молочной железы первой стадии чаще всего приводит к полному выздоровлению, а 5-летняя выживаемость составляет более 95%. При первой стадии рака молочной железы чаще всего на первом этапе назначается хирургическое лечение. Хирургическое лечение – это не обязательно полное удаление молочной железы. В современное время используются методы пластической хирургии, которые позволяют сохранить эстетическую красоту молочной железы. Выполняются секторальные резекции, радикальные резекции, выполняются пластические операции, которые либо одномоментно, либо отсроченно, в зависимости от каждой ситуации, сохраняют эстетику молочных желез. Но даже если пришлось удалить полностью молочную железу, посмотрите в интернете очень много видеороликов женщин, которые пережили эту операцию, и после пластической хирургии, после восстановления они очень довольны результатом и живут полноценной жизнью. Вторая стадия. Опухоль уже увеличивается от 2 до 5 сантиметров и может затрагивать лимфатические узлы, но без возникновения отдаленных метастазов. Возможные симптомы – это наличие уплотнений в молочной железе, это пальпаторно ощутимые опухолевые образования, может быть дискомфорт в молочных железах. При своевременном выявлении и правильном лечении 5-летняя выживаемость составляет от 80 до 95%. А почему часто врачи говорят про 5-летнюю выживаемость? Ну, потому что 5-летняя выживаемость – это такой рубеж. И так, например, при второй стадии это говорит о том, что 80-95% переживут этот рубеж. Третья стадия рака молочной железы – это когда опухоль распространяется на близлежащие ткани или лимфатические узлы, но еще нету отдаленных метастазов. При этой стадии может быть у женщины покраснение кожи молочной железы, может быть втяжение соска, может быть изменение формы молочной железы. То есть, как правило, уже эту стадию можно определить самой женщине. Это видно визуально или опухоль пальпируется
требуется при обследовании молочных желез. Но очень часто для пациентов есть определенный рубеж, что первая, вторая стадия – это начальная стадия заболевания, а уже третья и четвертая стадия – это значит уже все очень плохо. На самом деле это не совсем так, потому что при каждой стадии заболевания, при каждом заболевании у пациентов есть еще дополнительные факторы, которые определяют прогноз. Например, разный иммуногистохимический тип опухоли. Это тоже определяет прогностическое течение заболевания. Своевременное начало терапии, правильно подобранная терапия – это все то, что будет в конечном итоге определять как безрецидивную выживаемость, так и общую выживаемость у этих пациентов. Прогноз при третьей стадии определяется своевременным правильным лечением. При проведении комплексного лечения – это химиотерапия, хирургия, лучевая терапия. Пятилетняя выживаемость составляет 60-70%. Четвертая стадия рака молочной железы – это распространенный опухолевый процесс, когда опухоль распространилась на другие органы или лимфатические узлы и имеются отдаленные метастазы. Это могут быть метастазы печень, легкие, кости, головной мозг. При четвертой стадии основной метод лечения рака молочной железы – это химиотерапия. Может добавляться дополнительные методики в виде лучевой терапии, но, как правило, хирургическое лечение при четвертой стадии не проводится. Основная задача в том, чтобы контролировать заболевание с помощью системного лекарственного подхода. Прогнозы при четвертой стадии рака молочной железы определяются иммуногистохимическим подтипом опухоли, правильно подобранной терапией, своевременной терапией и, соответственно, общими возможностями пациента в плане соматического статуса. Сможет пациентка выдержать агрессивную химиотерапию, если такая понадобится, или если эта опухоль, например, гормонзависимая, то своевременный подбор гормональной терапии. Поделитесь этим видео для того, чтобы больше людей узнали, как важно своевременно выявить и лечить рак молочной железы. Подписывайтесь на канал для получения больше информации. Также мы можем продолжить общение в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка в первом комментарии.